Государственный долг США недавно достиг ошеломляющей отметки в 35 триллионов долларов. Удивлены? Это еще не все. С января 2024 года обязательства страны выросли на 1 триллион долларов всего за несколько месяцев. В результате соотношение долга к ВВП теперь составляет 98%. Но что будет дальше? МВФ предупреждает, к 1932 году этот показатель может превысить невероятные 140%. Это звучит пугающе, не так ли? Но вот что поражает. Ни республиканская, ни демократическая партии не проявляют заинтересованности в решении этого вопроса. Как такое возможно? Чтобы вы осознали масштаб проблемы, представьте, госдолг США сегодня равен сумме ВВП Китая, Японии, Германии, Индии и Великобритании вместе взятых. С 2020 года долг Америки подскочил почти на 12 триллионов долларов. Это более трети его текущего объема. Помните кризис 2008 года? Тогда долг составлял лишь 9 триллионов, а в 1981 году он впервые превысил 1 триллион долларов. Это звучит как фантастика, но это реальность. Сейчас, в 2024 году, процентные выплаты по этому гигантскому долгу достигли 17% всех федеральных расходов США, став самой быстро растущей статьей бюджета. И по прогнозам эта цифра будет продолжать расти. Почему? Процентные ставки увеличиваются, и обслуживание новых заимствований становится все дороже. Неужели это начало конца? Этот колоссальный долг уже оказывает разрушительное влияние на экономику. Представьте, сколько средств могло бы быть направлено на здравоохранение, образование, инфраструктуру или технологии. Но вместо этого они уходят на оплату процентов по долгу. Что произойдет, если США не смогут платить проценты? Потеря статуса доллара как мировой резервной валюты? Это ослабит доллар и может вызвать кризис ликвидности. Готов ли мир к таким последствиям? Как вы считаете, может ли растущий государственный долг США привести к глобальному экономическому кризису?